Короче, всем здравствуйте, данный выпуск видос по Insecurity, я думал снять следующее видео на другую тему, но тут неожиданно выпустили видос по Insecurity, где рассказали много полезной инфы, которую мы сегодня и разберем, так что можете подписаться на Telegram, но это по желанию, а мы начинаем. Позавчера на канале System Studios нам показали информационное видео по Insecurity, где влиятельные люди рассказали про полезную информацию, и чтобы мне каждый раз не зачитывать все эти диалоги, то я вам расскажу это сейчас кратко. А именно это то, что Insecurity полностью переработали историю, модельки и само окружение, чтобы добиться наилучшего качества за счет привлечения талантливых людей аж целых 50 человек, что впечатляет. Также нам сказали, что сценарий пилота полностью готов и что остается лишь раскадровки. Также нас попросили следить за соцсетями, а также нам сказали примерную дату релиза, именно конец 2025 года или начало 2026, но это пока не точно. А также в конце нас поблагодарили за то, что мы поддерживаем Insecurity. Также в данном видео нам показали неконечные анимации с Энчиком, Ханом, Кэлом, который взламывает Пентагон, процесс создания, а также самое милое создание. А также нам показали это. Если вы с первого раза ничего не поняли, то я вам сейчас поясню. Это то, что новые модельки наших кентов, именно Бис, Пека и Вейда, и теперь они будут выглядеть вот так, прям неожиданно, особенно дизайн Вейда, у которого теперь вместо его каски теперь шляпа. Конечно, жаль, что Вейда лишили его прибора ночного видения, хотя у дронов есть датчики, так что это имеет смысл. И, кстати, теперь Вейд мой любимый персонаж Insecurity, вот так вот. Конечно, жаль, что мы изменили и дизайн, но я думаю, это даже к лучшему, что его изменили. К Спеку у меня нет вопросов, так как его дизайн почти не поменялся, только добавили штаны и вернули белые глаза, но вот Би, если вы посмотрите на старую модельку, то прям можете понять, что у него был совсем другой характер, что аж видно, хотя это не точно. И помните, в этом видео говорю теорию, что сюжет Insecurity переписали, ну так это оказалось правдой, и мне это рассказал сам анимейт и сказал, что он его переписывал аж 3 раза, и что в этом сюжете появился главный герой Кэл. И осталось лишь сам гадать, что было в старых сюжетах, быть может Вейд окажется предателем, хотя это прям безумно звучит, но кто его знает. Также анимейт нам пообещал кучу экшена и крутый сюжет, и что новые дизайны персонажей стали только лучше. Также нам показали этот Рендерсби, где нам ее раскрыли как девочку-дувашку, которой нравится быть пешкой Син. Это значит, что у Джей появился серьезный конкурент. А также Insecurity исполнили вчера 2 года, так что поздравляем анимейта и его команду с прошедшим, но я и дальше буду следить за этим проектом и информировать вас о нем. Ну, а на этом все. Ставьте лайк и подпишитесь ради вида на меня и на него это фигушить больше видео по дронам Insecurity, и до скорого!